Здравствуйте, сегодня у нас на заточке будет довольно-таки необычный нож. Данный нож был изготовлен в середине 90-х годов мастером Ураковым под заказ одного из правоохранительных органов. Всего было изготовлено 15 таких ножей, которые состояли на вооружении у нескольких подразделений. Нож изготавливался из специальной стали, применяемой для космической индустрии. Точного состава, твердости и наименования стали нам неизвестно. Нож довольно большой, 18 см режущая кромка, общая длина ножа 33 см, а длина клинка составляет 20 см. На ноже традиционная геометрия мастера Уракова, односторонний спуск и двусторонний подвод. Очень толстое сведение, порядка 0,8. Геометрия американская танта, толстый обух, порядка 5 мм. Вес ножа составляет 385 грамм. Также на обратной стороне у ножа присутствует интересный рисунок в виде дракона. Зажимать данный нож будем в цельнофрезерованных зажимах, и кончик ножа расположим как можно дальше от центра, чтобы его можно было не перезажимать и ширина подвода по всему ножу не отличалась. Для заточки будем использовать алмазные камни Веневского завода, двухсторонние, по одной простой причине. Алмазы у нас беспроигрышный вариант, они возьмут абсолютно любую сталь. Можно было бы, конечно, использовать и эльборы, но после перехода с 7.5 на полировку необходимо было бы еще уменьшить риску чем-нибудь. Мы пошли немножко другим путем. Финиш будем производить с помощью камня ОСБ 7532, тоже Веневского завода. Установили сторону 200 на 160, стопроцентный камень. Точить будем 38 градусов или 19 на сторону. Протачивать будем в два этапа. Сначала вот эту область и только потом уже вот эту. Все, приступаем. Выяснили, что нам необходимо снимать много металла, чтобы выйти на режущую кромку, и мы решили использовать алмазные камни на гальванической основе Чебоксарского завода. Взяли камень 2820, довольно-таки самый тонкий из них, и дело пошло значительно быстрее, потому что гальваника работает быстрее. Практически вышли на режущую кромку, и уже можно приступать к проточке вот этой области. Под тем же самым углом вообще ничего не изменяю, так как мы изначально спозиционировали кончик дальше от центра, и ширина подвода у нас не изменится. Под микроскопом сейчас видно состояние режущей кромки после обдирки камнем Чебоксарского завода. Взяли камень 200 на 160 Веневского завода и под углом 19 градусов или 38 общий будем уже уменьшать риску после алмазного камня Чебоксарского завода. На кончике также, чтобы не завалить угол, аккуратно протачиваем. И у ножа двухсторонняя заточка, но разной толщины подвод. Убираем заусенец с обратной стороны. Проработали камнем 200 на 160 и продолжим уменьшать риску дальше. Перейдем на сторону 160-125. Угол можно буквально совсем чуть-чуть приподнять, чуть меньше, чем 0,1 градуса. И продолжаем уменьшать риску. Результат вы увидите после камня 160-125, и на РК как раз просматривается блестящая линия, это у нас заусенец. Устанавливаем камень 100 на 80.
После камня 100 на 80 видно, как риска потихоньку начинает уменьшаться. Переходим на сторону 50 на 40. И начинаем. После камня 50 на 40 видно, как риска проходит у нас по диагонали. Перешли на камень 2014, и после данного камня мы будем уже переходить на камень 7.5 и 3.2 на ОСБ связке. Проработали камнем 2014 и переходим на камень на ОСБ связке. Перешли на камень 7.5, ОСБ связка. Добавили масло. И данным камнем 7.5.3.2, я имею в виду, мы проработаем немножко дольше, чем предыдущим. Камни на ОСБ связке работают довольно-таки чисто, и уже видно результат после камня 7.5. Перешли на сторону 3.2 камня ОСБ. И с маслом сейчас будем прорабатывать. После данного камня подвод уже начинает приобретать блеск, но нам надо максимально проработать, убрать риску перед полировкой. После камня 3.2 подвод уже приобретает блеск, и режущая кромка у нас чистая. Но пройдемся еще полировкой. Начинаем полировку. Взяли дубовый бланк и с алмазной пастой 7.5 начинаем полировать. Нанесли пасту. По всему бланку растерли и на себя приступаем к полировке. После алмазной пасты 7.5 может показаться то, что риска у нас увеличилась, однако это не так, потому что алмазные пасты работают все-таки тоньше, чем камни. Установили другой дубовый бланк и нанесли пасту 3.2. И начинаем полировать уже данной пастой. И финальные движения. Во время полировки пасту меняли примерно 4 раза. То есть поработали, увидели то, что бланк у нас начинает чернеть, почистили салфеткой и нанесли пасту заново. Закончили полировку, максимально убрали риску, подвод у нас приобрел зеркальный блеск, и после полировки нож остроту будет свою держать значительно дольше. Заточили и отполировали нож и сохранили как раз угол танта. Сделали такой ярко выраженный угол американского танта, и ширина подвода по всей режущей кромке у нас не отличается. Сейчас еще попробуем провести тест и посмотрим, что из этого получится. Мы провели испытание данного ножа. Это бутылки, бумага и канат, где он показал себя просто великолепно. И сейчас еще попробуем произвести тест по дереву. Нож, конечно, для стругания не предназначен, но мы посмотрим, как он будет работать.
как вы можете заметить, по дереву нож справляется тоже отлично. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. А также вступайте в нашу группу ВКонтакте и подписывайтесь на наш Инстаграм.